Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток, хорошего настроения. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Спасибо также за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями со мной. Для меня это очень важно, очень ценно. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Какой он тебя видит? Сегодня мы попытаемся узнать, какой видит, воспринимает, считывает вас мужчина, который вам интересен, да, который занимает ваши мысли. И вам бы хотелось бы узнать, вот какой же он меня воспринимает. Для начала, девочки, сделаю, наверное, его сигнификацию этого мужчины. Если вы его узнаете, ну точно ваш пришел, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Подумайте, пожалуйста, об этом мужчине. Назовите его имя. Вспомните его улыбку, глазки, тембр голоса. Какой он. Если будет сейчас похоже, то смотрим до конца. Какой этот мужчина? Ух ты, ё-моё. С мачете бегает, да, по улицам. Из-под лоба смотрит такой. Не подпущу к себе никого. Цену вам всем знаю уже. Так, покажите мне мужчину. Ух ты мой, и впереди меч, и за спиной меч. Да что это у него творится? Может, он в какой-то оружейной палате. Ладно, шучу. Сейчас посмотрим. Какой этот мужчина. Ой, так, мужчина, мне по карте звезда идет. Ну, звезда местного разлива. Ладно, все люди как люди, он звезда. Начнем с интеллекта. Все хорошо, мужчина с интеллектом выше среднего. Умненький, талантливый. При первом знакомстве иногда могут люди его считывать. Такой надменный. Цену себе знает, даже завышенная самооценка. Но совсем не обязательно, что он такой и есть. Совсем не обязательно. Может, это защитная реакция, как маска у человека, для того, чтобы ему боль не причинили, поэтому на вытянутую ручку как-то так рамочки, границы выстраивает. Внешне привлекателен может быть, да, такой. Так, у человека есть какая-то цель в жизни, понятно, надеюсь, у каждого из нас есть. Мечта какая-то, он хотел бы осуществить эту мечту, но, как мне показано, в этом сочетании карты, эта карта считается вечная невеста, и тут карта невозможно, как будто бы вот капец, как вот не удается ему достичь этой какой-то поставленной цели, осуществить эту мечту. Более того, по этой карте очень часто считывается, тут как объективно человек не может это достичь, может прикладывает массу каких-то усилий, может действительно он и обладает какими-то там соответствующими качествами. Допустим, если он мечтает там занять пост, уж не знаю, какого-то генерального директора в какой-то фирме. Это пример, конечно, не очень такой, но допустим, да, мечта у него быть генеральным директором какой-то корпорации, то в принципе он обладает, может быть, и способностями, там какие-то навыки у него есть, таланты, все, может, организаторский какой-то талант и образование соответствующий, человек прикладывает усилия, но вот он почему-то не достигает поставленных целей. Вот то ли форс-мажор какой-то, форс-мажор, да, то ли там каких-то претендентов левых приводят. Ну, как будто вот не получается, невозможно. Ну, что-то такое. Сейчас я спрошу, чего это касается, но еще мне характеристика на этого человека такая не очень, что ради этой мечты, ради этой цели человек готов на какие-то подлости. Видите, со спиной держит кинжал. Подлости, предательства, манипуляции, где-то переступить и пойдет дальше. Вижу цель, не вижу препятствий, это все сюда. Отчасти это как такое, ну, как отмазка, да, если можно так сказать, жаргонизм такой. У него такая отмазка, он говорит, а в этом мире все как-то неустойчиво, если я сам о себе не позабочусь, то кто обо мне позаботится? Может быть, этому всему предшествует еще, знаете, такое выражение
как говорят, не жизнь такая, не мы такие, а жизнь такая, да, вот что-то такое часто говорят, когда оправдывают самые свои какие-то мерзкие, гнусные поступки. И тут как будто бы он может говорить о том, что я сейчас уже на чеку, я никому не верю, я за всеми наблюдаю, вот из-под лоба стою, оцениваю, как будто бы пытаюсь просчитать поступки других людей в отношении меня, как будто бы какая-то жизнь такая, знаете, ну, не обязательно тут какие-то прям риски сумасшедшие, но тут вообще неустойчивость какая-то, как будто бы в подвешенном состоянии. Это характеристика на этого человека, как будто бы он тут на этой жердочке сидит и в любой момент может там эти вороны рядом, которые каркают, взлететь, ну, не взлетят, улетят, а он может шандарахнуться вниз. Это может касаться карьеры, да, то есть если рядом он чувствует, там в спину ему дышат конкуренты. Это может, в принципе, как-то вот, как он воспринимает этот мир, знаете, ну, мне кажется, где-то он враждебным его воспринимает. Он воспринимает людей, которые рядом с ним как будто бы могут ему причинить боль, подставить. Вот тут что-то такое какое-то у человека, ну, скажем так, нет тут покоя, гармонии в сердце. Не-не-не, а тут он подозревает чуть ли не каждого первого, второго в чем-то. Мании преследования, да? Нет, ну, вряд ли, конечно. Сейчас я спрошу, о чем это. Это у него неустойчивое. Это что? Ох ты, ё-моё, ну при чем тут это? Ну вот не хотела даже. У него очень неустойчивое какое-то положение дел, можно сказать, в семье. Карта аисты, семья. При этом наличие третьего фактора. Тут, может быть, у него еще какая-то женщина. Причем какая-то женщина по карте силы, она имеет огромное на него влияние. Влечет. Она может... она его влечет к себе, ну, как будто бы это женщина, которая своей мягкостью, вот, какой-то женственностью, она тут как любого льва сможет приручить. И, похоже, она приручила его в чем-то, ну, как ментально, может быть. Ой, так, хотела спросить, девочки, вот это у него неустойчивое положение в семье, в какой-то в личной жизни, вот это показали. А давайте мне что-то аж прям интересно. А по карьере, что у тебя с карьерой? Ой, воздержусь я. Отторжение. Тоже не особо хорошо. Хотелось бы намного лучше. Ладно, так, давайте посмотрим. Хотела тут спросить, что у него тут не получается? Он же что-то намечтал, какая-то у него мечта. И почему-то он не может ее никак осуществить. Прям карты, которые показывают, что это невозможно, это нереально. О чем его мечта? Ну все очень просто. Ему хотелось бы изменить положение дел, вот то, которое сейчас, тут, что у него творится. Вот, может быть, какой-то печальный опыт в чем-либо, может в семейной жизни, да, в любовной сфере, может в карьере. Тут всего как будто бы вот сейчас его это вообще не устраивает. И какое-то такое послевкусие от какой-то ситуации, это же произошло. И ему просто хотелось бы, мечта какая у него, по карте смерти трансформировать, все изменить, чтобы перед ним открылись дороги, карта солнца. Ну, прям, чтобы все заново в лучшем свете было, да? Карта развилка, огонь, мастерство. Тут как будто бы он вплоть до того, чтобы открылись дороги и ему показали эту правильную дорогу, по которой ему идти. Он как будто бы очень боится ошибиться. Тут развилка. Может быть, мужчина, если две женщины в голове особенно, да, если еще постоянно какая-то женщина сидит, и ему постоянно как будто будут мысли, я правильно поступил, неправильно, может, я не так поступил, нужно было бы по-иному, по-другому. Опять какая-то мечта. Ну, мечта вообще тут какая-то у него такая, чтобы жизнь удалась, да. Тут хотелось бы человеку, карта огонь и мастерство. Может быть, его признали как мастера своего дела. Может быть, вот
знаете, а у кого-то прям как выгорание идет, истощение, хроническая усталость по вот этим картам каким-то, я вижу. Ему, может быть, хотелось бы заново, вот знаете, когда мы влюблены в свое дело, вот чем-то мы горим, увлечены, и еще за нами люди идут. Вот такое. Вполне возможно, мужчина и правда как мастер своего дела, потому что звезда, я не могу сказать, что это прям на такого человека, который не обладает никакими талантами, вряд ли. Тут человек, который действительно может обладать, я повторюсь, еще какими-то талантами, у него могут быть золотые руки, мастер своего дела. Но тут еще, знаете, о чем человек может мечтать? Ему бы, может, очень хотелось, чтобы признали его какие-то, ну, не знаю, регалии, достижения, да, признали его мастерство, признали, что он там высший пилотаж, там, высший класс там в чем-то. Если это там, не знаю, профессор какой-то, то ему очень важно, чтобы он там чуть ли не в Гарварде давал какие-то эти лекции, там, уже не знаю. Ну, это я прикалываюсь, но в принципе, да, если это там какой-то, ой, допустим, этот массажист, да, мастер своего дела, мастер, да, массажист, то ему очень важно, чтобы там очередь была на год вперед, у него запись, чтобы это прям его превозносили, чуть ли не передачи о нем снимали, о том, какие у него руки золотые. Вот такое что-то тут очень важно. Вот человек вот подчеркнуть, и чтобы люди ему со стороны, может быть, клиентов, тут даже каких-то, чтобы поклонники были, вот, может, единомышленники, вот тут что-то такое, собственную значимость человеку нужно, очень нужно, он в этом нуждается. Подчеркнуть собственную значимость, да. Угу. Вот тут больше такое, девочки. Вот тут как будто бы у него невозможно ему сейчас пока вот получить то, что он хочет. Тут больше самоутверждение. Ну, я не говорю, что на пустом месте. Нет, он действительно там чего-то стоит. Ну, но ему хотелось бы еще больше, как будто бы подтверждение со стороны, может, социума, окружения. Что я что-то достиг. Я действительно вот по карте звезда. Я правда как звезда тут местная. Тут как-то так. Так. Давайте посмотрим, какой он вас видит. Да. Этот мужчина, какой он вас видит? 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 Так, давайте эти карты сюда перенесем вот так. И начинаем. Какой он вас видит, этот мужчина? Ух ты! Чё ж себе? Какие карты? Боже мой! Сейчас, девочки, на прямых. Он видит вас. Начало тут такое сногсшибательное. Дальше, конечно, сейчас вообще буду как-то это
обыгрывать. Видит вас однозначно женщина, которая идет в свое развитие, переходит на новый какой-то уровень, абсолютно иной. Как будто какой-то этап вашей жизни закончился, и вы, соответственно, переходите в новое. При этом по карте вот этой, как дирижабль поднимается в небо, не такого, как будто бы тут у вас глобальный какой-то квантовый скачок, переход. Причем он видит вас женщиной, которая, может быть, увлекается тут эзотерика, это как окно в иной мир. Психология, может быть, знает, что увлекаетесь. Тут он вас видит женщина, которая смотрит на даже на какие-то изменения в собственной жизни, на взаимоотношения, может быть, с ним. Пытается смотреть как-то, может, по-философски как-то. Может быть, опять-таки, получаете вот эти вот по психологии какие-то знания и пытаетесь даже вот для себя разобраться, вот, типа, кто мы друг для друга, и зачем это все, и что это, если он был в моей жизни, что это вообще было, и кто он. Вот тут такой, как будто бы он вас видит женщина, которая пытается анализировать и свою жизнь, тут, другими словами, осознанная женщина. Причем, как будто бы для вас очень важно до сути докопаться. Не поверхностная девочка. Нет, нет, нет. Как будто бы даже у кого-то может такое пройти, как будто бы вследствие того, что вы там какие-то умозаключения у вас там в голове происходят, вы по-другому смотрите уже на, знаете, как задним числом, вот сейчас, как будто бы вы смотрите по-другому на взаимоотношения с ним, на его какие-то проявления, оцениваете по-другому его личность, вот, в принципе, его по-другому вы оцениваете. И вот на основе этого всего он видит вас, что вы тут по карте Солнца где-то это как цветете и пахнете, это блистаете, да, по солнышку, радуйтесь жизни, стараетесь, как будто бы какой-то урок вы как проходите, вот этот опыт вы используете для того, чтобы, может быть, сейчас максимально вот этой энергии для себя любимой и направить эту энергию, опять-таки, на собственный рост, развитие, как раскрытие потенциала. Это все сюда по солнышку. Опять-таки, по солнышку может видеть вас такой девочкой, которая сейчас как будто бы отчасти даже не то, что там назло ему, но как будто бы вот даже с какой-то такой, с эгоистичностью, с какой-то, вот как будто бы вы можете сознательно отбрасывать в сторону там какие-то, если у вас были там остаточные, да, проявления, то есть любовь, мне прям язык не повернулся сказать, привязанность к этому мужчине, то вы как будто бы можете, вот он вас видит человеком, который сейчас говорит, нет, это все, эта любовь не принесла мне радости, я не хочу, чтобы меня использовали, я хочу, чтобы меня любили. Вот такое тут, кстати, может что-то такое, он вас видит человеком, который, женщина, которая говорит, хватит жертвить, я любила, я вкладывалась, допустим, я хотела чего-то, я старалась, этого не оценил вот этот, допустим, товарищ, я хочу теперь цвести и пахнуть, и в первую очередь для себя это все. Меня любили, меня обожали, ко мне прислушивались, на меня ориентировались. Вот так как-то. Вот что-то такое он вас видит. Ну, какое-то даже тут упрямство какое-то. Ну, мне так все нормально. Но опять-таки, это не на ровном месте, не на пустом месте. Он говорит, что он вас видит женщина, которая столкнулась, ну, тут карты какие-то магические, конечно, проклятия, но тут как будто бы в каком контексте? Проклятие и сплетни. Женщина, которая к себе постоянно вызывала повышенное внимание. Ну, вот он может даже так сказать, что вот сама по себе такая женщина, вокруг которой очень много этих сплетен, вокруг которой, ну, вот как привлекаете вот внимание к себе. Ну, не знаю, что-то мне так идет. Не обижайтесь, да, если так, если не совсем соответствует, ну, что мне идет, то идет. Это как какое-то для ваше проклятие. Может быть привлекательно, может быть такая яркая какая-то. Может быть по вот этим картам мне похоже, ну,
сродни, конечно, как белая ворона, но тут чуть-чуть другое. Тут как будто бы вы настолько можете быть какой-то... Ну, вы искренне не понимаете, почему вы должны подчиняться каким-то законам, уж не знаю, типа социума в коллективе, там, негласным законам, я имею в виду. Вот вы не хотите соответствовать каким-то критериям, вас вообще трудно вписать в какие-то вот эти вот границы, рамки, критерии. Тут какая-то такая, она, с одной стороны, женщина на вас как свободолюбивая, с другой стороны, и ранимая какая-то, как ребенок. Тут что-то такое, какие-то такие непосредственные, какие-то эмоции можете давать. Знаете, ваше поведение где-то, может, ваше высказывание, опять-таки, если тут эзотерика, увлечение, это нестандартные какие-то мышления, нестандартные высказывания. Я не говорю, что вы тут на каком-то тарабарском языке изъясняетесь. У вас, в принципе, как я же говорю, какой-то философский, может быть, такой взгляд на вещи. И это все вместе, плюс ваша внешность, яркость какая-то, детскость, непосредственность, где-то как реакции вы даете, как большой ребенок. Я за, вообще, это классно. Но люди вас, ну, все по-разному на вас смотрят, но ну, как будто бы вокруг вас постоянно вот эти вот сплетни. Вы как будто бы один из первых претендентов всегда. Ну, давай о ком-то поговорим, давай о ней, да, тут ярко солнышко. Как будто бы глазки мозолите многим. Ну, может, и хорошо. Так, он это все понимает. Вот как будто бы он понимает, что вы вот яркая личность во всех смыслах. Теперь, какой он вас видит? Он видит вас женщина, которая вот какой-то прошла этот урок, осознала, может быть, собственную значимость даже по этой карте мне идет. Где-то смирилась с тем, что вас сопровождают эти сплетни, эти какие-то постоянные, такое, как под лупой вас рассматривают, да. Женщина, которая для себя познала истину какую-то тут ясно, четко, может быть, как приняла себя, вплоть до того, что это как приняла свою там у кого-то теневую сторону, у кого-то приняла, может быть, даже ту историю, которая с ним была, да, разложила по полочкам, может, пришло это принятие. Где-то тут, какой он вас видит. Вот по этим картам мне похоже, что у вас, может быть, вы на него обижались за что-то. Ну, это раньше. Красивая такая девочка, смотрите, губы надула, обида написала. Женщина, которая, ну, может быть, обиделась на него за что-то. Но тут такой какой-то подтекст, кажется, старость, нерешительность. Может быть, он даже думал, что вот по этим картам мне изначально он думал, что да, ну она теперь вообще меня никогда не простит. Как будто бы тут до самой старости уже все, мы, может, по пути дороги то ли разошлись, то ли она будет помнить эту обиду. Это как, знаете, это генетическая память, да, ладно. Как будто бы отчеканилась, да, еще ваши эти правнучки будут это вспоминать и помнить. Но тут такое, как будто бы он вас видит женщиной, которая действительно глубоко как будто была ранена им или задела вас что-то. Но тут дальше вот как будто бы это же мешало вам радоваться жизни. Вот в полном объеме. Может, не давала вам пойти во что-то новое. И он это все считывает. Как будто бы вы, может, и хотели, но вот это как тормозило. А сейчас мне так идет, что он вас видит женщиной, которая позволила себе заново вот это вот радости жизни. Какие-то, тут не обязательно с мужчинами какими-то новыми. Нет, тут в принципе, может быть, женщина он воспринимает, которая открыла сердце, свое сердце для вот классных эмоций. Не для него, нет, вряд ли для него. Где-то он вас воспринимает женщиной, которая может опять-таки своими какими-то то ли поступками, то ли
даже внешностью какой-то, почему-то, не то что там его, ну, мягко говоря, надо шокировать, удивлять. Это я объясню, чем можете вы внешне шокировать. Если тут он вас считывал женщиной, которая там, может быть, ему казалось, что там у вас то ли руки опустились, то ли он вам боль принес, и вы как-то так, может, закрывались от него. А тут в один момент, последняя карта, это просто тут так, этот иерофант, тут своеобразно, он так читается тут. Женщина сидит на ступеньках, да, и показывает свои прелести. А тут проходит этот священник, и он такой: боже мой, женщина, что вы показываете, спрячьтесь. Это все его шокирует, он тут вообще в каком-то таком замешательстве. Но тут какой подтекст? Он, может быть, ожидал где-то подсознательно, что он вас там обидел, у вас там в жизни все как-то не так, и вы, ну, не обязательно, что вас это сломило, подкосило, но, может быть, у него в голове какая-то проекция, что эта женщина где-то уже не верит в любовь, в чувства, где-то не хочет подпускать к себе близко, соответственно, как будто бы, ну, в любовная сфера ей не столь интересна, важна. Подсознательно такое, как будто бы, ну, вы не ищете ни новых партнеров, ни новых встреч, ни эмоций каких-то. Вот тут такой может быть аспект. А тут я почему говорю, что, может быть, его шокировали тем, что где-то он вас увидел, а вы там красотка идете и улыбаетесь, потому что карта радость рядом. Что-то какие-то у вас во вашей внешности изменения в лучшую сторону, потому что карта радость. Вообще, как будто бы у вас какое-то мышление меняется. Может, акцент больше на себя, может, о себе больше начали как будто бы думать, заботиться о себе больше. Вот тут как-то так. Его почему-то тут что-то шокирует вас. Я не пойму. Вот тут такое. Шокирует, как вы, что вы опять крылья расправили, и у вас все хорошо, и вы начали радоваться жизни. И что, он думал, что вы будете убиваться всю жизнь по нему? Или помните эти боль и обиды какие-то? Вот тоже такое может быть. Он думал, что все. Эта женщина до старости уже будет эту обиду помнить и не простит. Так, давайте для начала посмотрим. Он вас видит женщиной, которая сейчас смотрит на жизнь очень как-то просто, четко, ясно, видит, бежевый, как будто принимает себя, принимает то, что вокруг нее, это множество этих сплетен, женщины какие-то тут не очень к вам хорошо настроены. Вы как будто бы это все понимаете и принимаете. Какую-то истину познала женщина. Видеть ценной очень женщиной, мудрой, ценной, во всех смыслах ценной. Так, вот тут вот, чем вы его так шокируете? Ух ты, ё-моё! Хотела я не очень хорошее слово на него сказать, ладно, не буду. Чем вы его где-то так привели в замешательство? Он говорит, время идет, время уже прошло. Шансы какие-то по карте Клевер, как будто бы у нее же раньше она брала шансы, она пыталась воспользоваться шансами. Ну, тут любовная сфера, да, карта зелья. Это когда вы доверяете кому-то, не обязательно даже мужчинам, но тут больше такой все-таки подтекст мужчины. Тут, потому что тут карта Эрос, и вы надеетесь, что мужчина протянет вам вот этот кубок с любовью, а тут какое-то отравленное зелье, да, тут какая-то суррогат, это не любовь, это какое-то что такое. Может быть, из той серии, что вы ж так вам хотелось любви в его понимании, что вы принимали желаемое за действительное, тоже сюда. То есть вы надеялись, эти шансы брали, а тут какая-то карта, надеялись на подарочек, а тут какой-то злобный клоун выскакивает. Так вот, опять-таки, чем вы его шокировали? Тем, что у вас же жена говорит, такой был опыт у нее печальный. Она же как будто бы уже начала защищаться от этого всего. Я думала, она закрыла для себя какую-то, ну, тут Эрос, тут какая-то, ну, сами понимаете. Он думал, что вы для себя закрыли эту тему. Вы не то, что не ищете, вы даже не подпускаете к себе никаких таких партнеров, с которыми у вас могут быть не обязательно там даже серьезные отношения, просто страсть, да. Как будто бы
Почему? Потому что вы боитесь, ему казалось, что вы будете теперь бояться, что с вами будут играются, что это ну, как вам сказать, не откровенный, не, человек не будет с вами идти с открытым сердцем, человек, который манипулирует, хитрит, как будто бы он считал, что вы теперь будете чуть ли не до глубокой старости бояться того, что с вами мужчины будут играться. Вот как будто бы вот такой какой-то подтекст. А он удивлен тем, что он где-то, может, вас встретил или узнал о вас что-то. Что карта сердца. Что как будто бы у вас такое большое открытое сердце. Вы сейчас, может быть, открыты для новых отношений. В принципе, для общения открыты. И вы сейчас не проигрываетесь. Дамочка, которая там баррикады строит, которая закрыта, где-то как ушла там в монашество, в отшельники. Нет, вы не защищаетесь. Почему-то тут вот это для него сейчас такое какое-то открытие, такое шок какой-то, что вы вновь готовы, может быть, к отношениям, к общению, к дружбе какой-то. Ну, вот тут такое вот странно. Вот он вас видит такой. Женщина, которая сейчас радуется жизни, учится жить заново, радоваться заново. Вместо каких-то баррикад и защиты. Тут видите, как человек полностью в железе, в доспехах каких-то тут. Как будто бы вы сняли эти доспехи и с открытым сердцем. Интересно. Какой еще он вас видит? Но при этом с мечом. В сердце буду пускать, как будто бы тех, которые этого заслуживают, а тех, которые себя покажут не очень хорошо. У меня тут меч под рукой. Если что, я воспользуюсь. И вообще эта карта, эта женщина, знаете, не наивная. При том, что сердце открыто, да, вы не запрещаете себе и радоваться жизни, и любить эту жизнь, и людям достойным давать шанс. Вот такой подтекст. Но при этом вас уже фиг обманешь. Вами фиг уже проманипулируешь. Тут женщина, которая с этим мечом наперевес. Если что, рамочки границы выстроены, и мечом прилетит тому, кто захочет поиграться. Ну, так, интересно. Еще он видит вас женщиной, которая, может быть, в прошлом и проявляла инициативу, и старалась заслужить любовь. А сейчас по карте гроб инициатива, сейчас женщина первая не будет проявляться. И не будет показывать, насколько там кто-то сильно значим, это в плане мужчины, да. И может в отношении к него, еще он видит вас женщиной, которая больше к нему сама проявляться не будет. Потому что это чревато. Он прекрасно, как будто бы вы осознали, с кем вы имеете дело, и ничем хорошим это не закончится. Ну, Луна, это опять как будто бы, если вы начнете проявляться, первое, это путь в никуда, это карта Луна, это какая-то зависимость опять, зависимые отношения, туман и неопределенность. Страсть, может, будет, да, и опять вы как будто бы сами сознательно будете позволять, ну, этому мужчине или каким-то иным мужчинам дергать вас за ниточки. Вы будете выступать в роли марионетки. Короче, женщина, которая прошла вот этот урок, больше никогда не говори никогда, но тут как-то он у вас видит женщина, которая четко понимает, что больше я не буду сама проявлять инициативу лишний раз, потому что это меня заведет в какие-то ненужные отношения. Буду ждать инициативы от мужчин, буду смотреть все. Тут с аналитическим умом уже так женщина все четко, как рентгеновский луч, все просвечивает, уже не обманешь. Сама уже не будет идти в капканы какие-то, да, попадать для того, чтобы ей манипулировали. Может быть, вообще он какой-то женщина вас видит, которая... ну тут новый уровень вы переходите. И, в принципе, женщина, которая усвоила урок. Но мне приятно то, что у вас сердце открыто. Вот это для него какое-то открытие, такое потрясение даже. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч.